Мы в эпицентре сценария, вырванного прямо из фантастики. Использование миллиардов человеческих тел в качестве биологических носителей для выращивания синтетических паразитарных структур, контролируемых искусственным интеллектом. Генетически модифицированные люди технокоммунистам нужны, потому что они пытаются противостоять божественному предопределению. Гибриды с химерной ДНК типа предоставят лазейку для сатанистов. Вы же знаете, есть различные предсказания апокалипсиса. Раскол Марианской впадины в 2036, либо тот конец света, который был предсказан на 2012, а по правильным календарным подсчетам наступит в 2040 каком-то. Может, это и есть тот апокалипсис, который описан в Библии. Такое ощущение, что безбожники-масоны хотят к тому времени вывести человечество как бы в другую параллель, чтобы избежать божественного предназначения. Но это невозможно не только в принципе, но и потому, что наше поколение выходит из-под их влияния. И вовремя, так как бета-версия закончилась и поглощение пошло напрямую. Вот почему вы видите мировое правительство, все зло, антибожескую, античеловеческую, постгуманистическую систему, потому что теперь их настоящая религия трансгуманизма здесь. Я не лезу в эту имитацию и пытаюсь помочь другим. Непривитые сопротивлялись рекламе большой фармы на $1 триллион и круглосуточной правительственной пропаганде. Люди, которые способны на такое мужество и критическое мышление, несомненно являются лучшей частью человечества. Для того, чтобы определить, где нам лучше всего находиться, я буду пользоваться двумя картами: охват инъекциями и охват вышками 5G. Сама я сейчас живу в Швеции, где 75% населения привито, и вышки есть в более-менее крупных городах, в частности в моем, правда, в 3 километрах от меня. Поэтому на этих двух картах сейчас хочу посмотреть, куда имело бы смысл отсюда переехать. Во-первых, за лимит по охвату уколами навскидку возьму максимум 65% населения. Просто если возьму 50%, то останется одна Африка. В Америке немного таких: 1, 2, 3, 4, 5, 6 стран. Вся Африка, кроме Ботсваны, Либерии, Марокко и Тунизии. Посмотрите на Папуа-Новую Гвинею, только 4%. Наверняка там устроят скоро какой-нибудь потоп, но, к сожалению, я не нашла карту будущих погодных модификаций. Мьянмар, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Россия. И не надо мне, пожалуйста, говорить, что здесь все купили, потому что для меня покупка фейкового сертификата означает ту же сделку с дьяволом, что и сама игла. В Европе остались Польша, Украина, Словакия и все страны южнее, кроме Венгрии, Греции и Турции. Кстати, здесь можно карту отсортировать по нарастанию. Взглянем теперь на карту 5G. По сравнению вот с этим европейским ужасом, в России все прекрасно, да даже в Швеции не совсем плохо. Вообще карта довольно синхронна с картой печати Антихриста. В Папуе Новой Гвинее 0. В Восточной Европе меньше охват. На Кипре все заставили, хотя, кстати, по дозам охват сравнительно невысокий, но из-за 5G я бы туда не стал переезжать. А вот в Турции мало 5G, и несмотря на то, что она не прошла тест по первой карте, можно еще подумать, ведь все-таки если привитых можно избежать чисто физически, то от влияния вышек уйти тяжелее, если они везде понатыканы. Пару слов насчет того, зачем вообще откуда-то убегать. Все зависит от ваших обстоятельств. Если вас ничего не держит в вашем месте проживания, и там высокий охват на обеих картах, то, возможно, эффективнее будет противостоять из места, не являющегося микроволновкой. Ведь если взглянуть на Южную Корею, вот 5G по полной, охват иглами 87%, более 150 человек погибло. Хэллоуин – это демонический праздник, эти люди шли чисто на жертвоприношение. Ни в коем случае не ходить на сборище в местах с 5G и иглами. Да еще и на мероприятия, приобщающие к аду. По поводу сопротивления, один из самых крутых методов, которому следую лично я, это самоотверженное гражданское неповиновение. Что это значит? Все, что говорят мне нужно делать в данной ситуации, я делаю четко противоположное. Весной 2020-го в Германии закрыли ленты все детские площадки. Похоже, мы были единственные во всем Ульме, кто игнорировал этот запрет. И звучит банально, но этот шаг уже тогда определил, на какой стороне человек, дьявола или Бога. Я отказывалась носить маску, и из-за этого перессорилась со всеми продавцами в 2 моих любимых органических магазинах. Потом, когда это стало уже невозможным, когда ввели маски в школах, мы приехали оттуда в Швецию. В Швеции как-то потребовали сертификат укола для входа на соревнования. Мы отказались от участия в этих соревнованиях. Заранее я отказываюсь от дигитальных чипов,
от регистрации в каких-то цифровых паспортах, отказываюсь от бесконтактной оплаты, отказываюсь посещать все места, где все это требуют, заранее отказываюсь от цифрового рубля. Самый большой уровень коррупции и финансовые преступления не в правительстве и не среди чиновников, а в частном коммерческом банке под названием Центральный банк РФ, решение которого россиянами не контролируется. Просто почитайте о том, кто на самом деле стоит за ЦБ. Рубль, как остальные фиатные валюты, является пустым воздухом, так как он ничем не подкреплен. Он символичен и не обеспечен, олицетворяет собой инфляцию, то есть узаконенное воровство денег у людей. Мне кажется, люди не понимают концепцию банковской системы. Все банки разорены. Это потому, что у нас система частичного банковского резервирования. Она означает, что банки одалживают деньги, которых у них нет. ЦБ России регулярно менял норму резервирования. Норма резервирования – это те деньги, которые должны быть на счетах. В основном в сторону снижения. Конечно, в сторону снижения. Это просто криминальный скандал. Это осуществлялось в целях повышения денежной массы. То есть они печатают деньги из воздуха. Норма обязательного резервирования составляет 4%. То есть они не владеют 96% денег, которые одалживают. Не то чтобы нам было нужно это подтверждение, все и так предельно ясно. Но цифровой рубль лишний раз говорит о том, что противостояние верхушек – это спланированная имитация. А на самом деле Россией управляют все те же темно-тоталитарные марксисты. Ленин, Сталин, Троцкий – все они были масонами. Поэтому не надо путать правду с мнением большинства. Те, кто называет правдолюбов сторонниками теории заговора, могут вспомнить бритву Оккама. Когда кажется, что многие вещи происходят одновременно, обычно самое простое объяснение будет правильным. На такие мои видео мне пишут: спасибо большое, давайте видео про что делать. В каждом ролике я говорю, что делать. Отказаться от всех этих инфернальных практик. Но прежде всего отказаться хранить молчание. Говорите правду, в каких бы кругах вы ни вращались. Мы должны стать отказниками 21 века. И помните, вы не враги друг другу. Враги – это те хищники, которые вбивают клин между вами и вашими братьями.